Недавно меня пригласили в интервью у Алексея Пивоварова. Выпуск вы можете посмотреть, я ссылку оставлю где-нибудь в описании. А тема была национализм, или еще более точно, панславизм. Записывали мы где-то около получаса. В итоге я там говорю где-то около 1,5 минуты или, может, 2 минут. К сожалению, что так, поэтому не получилось так хорошо представить мои размышления, то, что я думаю о панславизме, а еще больше получилось, что я сказал о панславизме то, что я не сказал, а именно, что я за сближение славян только и исключительно на культурном уровне, что не могло бы быть дальше от правды. И поэтому сегодня решил вам рассказать свои мысли о национализме. Подчеркиваю, что это мои личные мысли, нужно так к ними относиться. Я никому не хочу ничего навязать, а просто что-то, что на протяжении жизни я думал именно о том, что такое национализм. Всем привет! Если вы тут новенькие, меня зовут Ростислав, я историк, славист-языковед и богослов-мирянин. Уже больше 10 лет занимаюсь исследованием славян с точки зрения истории, языковедения, этнологии и других наук, которые занимаются славянами. Существует очень многие определения национализма. Что такое национализм? Для большинства людей в постсоветском или в посткоммунистическом пространстве это слово имеет резко отрицательный призвук. И это, конечно, благодаря марксизму, но это только лишь один взгляд на национализм. Мое размышление, оно практически такое уже очень давно, что всегда, когда мы хотим узнать что-то о какой-то вещи, о какой-то мысли, мы должны идти прямо к источнику, то есть к отцам какой-то идеологии, и исследовать их как личности, и исследовать их идею, их мысль. И только потом на этом строить уже наши впечатления. Иначе это похоже, как будто, представьте, у вас есть ваш личный враг. Я человек, который хочет с вами познакомиться. И вместо того, чтобы я пошел лично с вами знакомиться, я иду к вашему врагу и спрашиваю, что вы за человек, какой вы человек, и как думаете, он мне что-нибудь хорошее о вас расскажет? Нет, и очень вероятно, все, что он скажет, будет неверно. Что касается национализма, я столкнулся, первый раз с этим понятием очень давно. Само слово «национализм» происходит из латинского корня «нацио» — «народ». То есть национализм как какое-то народничество. Да, есть такое слово, но оно означает уже что-то другое. В общем, национализм как такой — это такая идеология, которая ставит высокую ценность на национальность. Часто национализм связывают именно с немецким философом Йоханном Гердером, который о славянах, между прочим, высказывался очень положительно и даже в какой-то степени повлиял на славянскую мысль или мысль славянской взаимности через Яна Колара, известного словацкого, можем сказать, панслависта, или как минимум человека, который был за больше сотрудничества между славянами. Ну и что такое национализм, как я его понимаю? Да, значит, слово это мне не нравится. В хорватском языке у нас существует хорошее славянское слово для этого, а звучит оно как родолюбие, то есть любовь к своему роду. Так уж сложилось, что национализм в своем историческом развитии развивался в очень разные стороны, как в положительные, так и в отрицательные. И поэтому многие люди, если вернуться к тому, что я уже говорил, многие люди на постсоветском или посткоммунистическом пространстве, не только, видят национализм как что-то очень плохое, как что-то отрицательное. А эта отрицательность заключается в том, что понимают национализм как ненависть к кому-то. На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что национализм, так как я его понимаю лично, это должна быть любовь к своему народу. И он отличается чем-то от патриотизма, потому что патриотизм — это любовь к своей родине, к своей патрии, то есть к государству, к государственному строю и так далее. На мой взгляд, это как-то
это не настроено на человека. А национализм или родолюбие, оно, в моем же понимании, опять же, должно быть направлено именно к людям, именно к тем людям, которые с тобой одного рода. Да, понятное дело, все мы люди в каком-то смысле одного рода, все мы человеки, люди. Я сам православный христианин. Господь Бог создал человека по своему образу. И поэтому каждый человек в себе носит эту суть богоподобности. Другое дело, насколько он потом живет достойно этой сути, но, тем не менее, это остается. Каждый человек носит в себе икону Сотворителя. И поэтому, так как Господь бесконечно достоин, и у него бесконечное достоинство, ровно точно так же у каждого человека бесконечное такое достоинство, бесконечная ценность. Да? То есть Господь Бог бесконечно ценный, и человек бесконечно ценный, потому что он сотворен по образу Божию. И уже тут, в таком национализме, о котором я говорю, не может быть ни речи о том, чтобы кого-то ненавидеть, по какой бы то ни было причине, тем более уж по народной причине. А саму эту любовь к народу я воспринимаю как-то как, знаете, вот по-христиански, как Господь нас учит: любите ближнего своего, как самого себя. И опять же, любовь, с которой мы любим, допустим, своих жен, своих девушек или своих мужей, своих парней, девушки, да, женщины, эта любовь немножко отличается от любви ко всем другим людям. Но это не значит, что мы этих других людей ненавидим. Это просто значит, что мы тех, кто ближе всего к нам, любим по-другому. И в этом нет ничего плохого. И ровно точно так же я воспринимаю эту любовь к своему народу. То есть это не о том, что все другие народы какие-то плохие, или они хуже нас, или они вообще звери адские, не знаю, там все что угодно плохое можно сказать. Когда я говорю о национализме или родолюбии, это именно такая любовь, значит, к своим. И такая любовь, такое родолюбие, оно не должно заключаться в том, что, не знаю, у меня там флаги моего народа, что я там горжусь, ох, я вот с такого народа, вот какие победы мы, что мы сделали, какие победы мы извоевали и так далее и тому подобное. Нет, совсем не в этом, а в том, что действительно люблю людей из этого народа, в том, что если вижу, что есть какой-то человек ближний, нуждающийся в помощи, что я иду и ему помогаю, даже если это в ущерб мне. Ну, как бы казалось, по крайней мере, с точки зрения этого мира. То есть такая активная любовь, где я помогаю своим соседям, и я признаюсь в том, что это на самом деле достаточно тяжело, потому что, ну, очень легко сказать, что, ох, мои предки, великие победители, так и так и так, а соседом ссориться насмерть, там, материться и делать всякие плохие вещи. По-моему, это тогда не любовь вообще, а действительно какая-то ненависть. В некоторых славянских странах, да и в других странах для обозначения именно такого национализма в своем плохом виде используется слово шовинизм, как, ну, противоположность, допустим, национализму. Ну, мне самому хотелось бы узнать, может, у кого-то из вас есть такая мысль, как можно назвать эту любовь к своему роду, ну, чтобы не называть это национализмом, а чтобы на самом деле при придумывании концепции, придумывании того, что такое любовь к своему роду, чтобы мы исходили из славянских языков и придумали какое-то свое слово, на котором нет пятна прошлого, так сказать. Я думаю, что человек, который является настоящим националистом, который по-настоящему любит свой народ, он и другой народ не будет ненавидеть, потому что, нет, хочу сказать, что кто любит свой народ, действительно, тот и другому народу зла не желает, а хочет, чтобы всем было хорошо,
чтобы все люди спаслись. Но примерно так. Можно было бы, конечно, еще говорить о разных плохих вариантах национализма, ибо именно что касается нашей церковной истории, православной церковной истории, национализм как предпочтение, или как это сказать, как возвышивание своей народности над другими, он был осужден как ересь этнофилитизма. И, конечно же, я сам тоже отвергаю именно такой национализм. Дорогие наши друзья, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать наше дело, у вас на это есть прекрасная возможность. Вы можете прямо сейчас помочь нам через PayPal, Boosty или Patreon. Каждый ваш вклад помогает нам создавать больше качественных выпусков и развивать наш вещальник. Все ссылки вы найдете в описании. Это не обязательно, но мы очень благодарны каждому из вас, кто решит нас поблагодарить в такой способ. Спасибо еще раз всем за вашу поддержку и доверие, а теперь продолжаем. И давайте теперь перейдем уже к следующему вопросу. Панславизм. Что такое панславизм? Сегодня очень многие связывают это слово именно с Россией и видят в этом какое-то российское изобретение для того, чтобы российская власть как-то подчинила себе весь славянский мир. Иронично, что это так случилось, потому что многие из людей, которые считали, что именно Россия должна быть главой славянского объединения, не были русскими, а, как ни странно, поляками, чехами, хорватами и так далее. То есть эта мысль вообще не родилась в России. И Российская империя, как такова, чаще, чем нет, боролась против панславизма. И понятно, но если идем в 19 век, вообще-то слово «панславизм» было придумано не для обозначения какого-то политического объединения славян. Оно возникло на просторах Австро-Венгрии или тогда еще Габсбургской монархии, конкретно в чешской и в словацкой среде, где о панславизме говорилось в смысле языков. В таком плане, чтобы все славянские языки как-то нашли для себя, изобрели для себя одну орфографию, одно орфографическое решение, чтобы легче было славянам понимать друг друга между собой, а также чтобы иностранцы могли легче усваивать славянские языки. Это был первый панславизм, так сказать. Он только немного позже приобрел потом и политическое содержание. И в начале этого движения очень важен словацкий, можно сказать, прапанславист или передпанславист Ян Колар, который, правда, он задерживался в своих размышлениях в рамках славянских языков, более-менее или прежде всего. И он действительно считал, что каждый славянин должен выучить главные славянские языки, которые были им названы как русский язык, затем польский язык, затем чешский язык, язык иллирийский, точнее то, что позже потом называлось хорватско-сербским и сербо-хорватским языком. И на самом деле это и в его времена, да и даже до сих пор очень разумно, потому что я так предполагаю, что не все готовы изучить все славянские языки, готовы идти по какому-то минимуму. Да, кому-то сейчас нравится межславянский язык. Вы меня часто спрашивали о том, чтобы я высказал свое мнение, о том, что я о нем думаю. Я так скажу, что не буду мешать его развитию, хотя я лично, как человек, влюблен в языки, и тем более влюблен в славянские языки, но не могу просто так отбросить эти живые славянские языки. Я уже пошел по такому пути, и поэтому вот я вот тут. Но если какой-то человек, который нас смотрит, кто-то из наших зрителей, кто нас смотрит, хотел бы делать, допустим, субтитры на межславянском языке для нашего вещальника, пожалуйста, пишите в имейл в описании, и, может быть, о чем-нибудь мы и договоримся. Но вернемся к нашему Яну Колару. Значит, эти языки он считал самыми важными славянскими языками для изучения.
И я бы согласился, да, потому что с русским языком вы более-менее покрываете все восточнославянское пространство, а польским, конечно, польское, чешским чешское и в определенной степени словацкое, а хорватским или сербским вы можете очень легко понимать болгарский и, ну, немножко, может, тяжелее славянский. Если вы там, конечно, все тонкости хорватского или сербского, или сербского языка не изучите. Значит, от Яна Колора этот панславизм распространялся. А что было в России с панславизмом? Многие из панславистских идей в своем начале, в XIX веке, считались для тех времен очень либеральными и развивались в таком смысле, что требовали изменений в миропорядке в Восточной и Центральной Европе, требовали равенства славян, требовали объединения славян, а это, конечно же, императорам не нравилось, потому что это было как раз что-то против их империй, что-то, что было рассчитано на распад их империй и на то, что будет образовано славянское государство. И это не нравилось ни императорам в России, это не нравилось ни габсбургским или австро-венгерским императорам, это не нравилось правителям в Пруссии и в Турции. То есть панславизм, как только появился, уже его многие ненавидели. И он приобрел определенную популярность у русских декабристов. Поэтому тем более у царя-императора, если не ошибаюсь сейчас, Николая I, панславизм ассоциировался с чем-то плохим, и вплоть до конца жизни он к нему относился очень плохо. О чем, конечно, не знали многие панслависты из других славянских стран, такие как Людовик Гай в Хорватии, который писал как раз императору Николаю, чтобы он помог с восстаниями у южных славян. И, ну, писал ему, в принципе, о том, какой популярностью пользовалась Россия у нас, но он это проигнорировал. Так и сложилось как-то именно в имперской традиции, что панславизм — это что-то отрицательное, хотя иногда императоры там время от времени с этим заигрывали. Самые известные такие моменты — это когда русские освобождали Болгарию и Сербию, например, где это было положительно. Но занимательно, что потом, когда появился Советский Союз, он к панславизму тоже отнес себя очень отрицательно, по крайней мере, до Второй мировой войны. Причем это пошло так далеко, что даже славистика как наука была гонимая в Советском Союзе до Второй мировой войны. Официальная точка зрения, что касается языкознания, был маризм, и согласно этой идеологии, можно сказать, славянские языки не родственны между собой. И да, это мракобесие царствовало некоторое время, а панславизм и призывы к сотрудничеству между славянами на народной основе рассматривались как реакционное движение, и поэтому всеми силами боролись против него. Многих славистов тоже в ссылки отправили и расстреляли даже. Ну, пока только так вкратце, потому что сегодня я хотел с вами поговорить так, не особо строго по-научному, а больше для этих упражнений моих, то есть как можно чаще снимать себя на камеру и рассказывать, чтобы действительно наши выпуски могли нормально появляться еженедельно, а то и ежедневно. Вот это была бы прям мечта. На настоящий момент я все еще продолжаю свою аспирантуру. У меня скоро будет последний год, если там все хорошо будет, когда нужно будет защитить только еще свою диссертацию о славянской идентичности в средних веках. Ну и надеюсь, что с каждым месяцем у меня будет все больше и больше времени на выпуски. Кстати, недавно мы выпустили новый наш выпуск, над которым мы очень много старались.
Это выпуск об истории и о том, как следует изучать историю. Мы намерены записать больше таких выпусков о других науках, в том числе, которые занимаются исследованием славян. Так что подписывайтесь, дайте нам знать, нравится ли вам это, или нравятся ли вам такие выпуски, или не нравятся. А еще вот этот выпуск об истории можете посмотреть вот тут. Так что на сегодня это все. Завтра, может быть, на каком-нибудь другом славянском языке. Пока-пока.